Сегодня в ролике я потрачу 300 тысяч на все новые очки Мета, как следует их затестирую и, возможно, перейду грань закона. Погнали! Итак, давайте зайдем на официальный сайт Meta Store. В первую очередь меня интересует классика Ray-Ban Meta, а именно их второе поколение, которое Meta выпустила буквально пару месяцев назад. От первого поколения очки отличаются прокачанной камерой, она теперь пишет 3К, увеличенным аккумулятором, который в 2 раза дольше должен держать заряд, и, к сожалению, ценой. Она выше почти на 100 баксов. Эх, инфляция никого не щадит. И даже меня. Подпишись на канал. У нас также есть 3 формы оправы. Это Wayfarer, Skyler и Headliner. И пока я думал, какую оправу купить, я заметил, что у них была вот такая лимитированная коллекция с прозрачной оправой. Мимо такой я не могу, конечно же, пройти, но официально она уже не продается. Поэтому мне пришлось пойти на eBay и купить их там по оверпрайсу. А вот следующую модель я очень долго ждал. Это спортивные умные очки Meta One Guard в коллаборации с Oakley. Конечно, сразу же бросается в глаза их спортивный дизайн. Камера у нас находится теперь посередине, что на самом деле очень круто, потому что в классических Ray-Ban'ах камера сбоку, и на видосах прям немножко другой ракурс он заметит. Итак, какие фишки в них есть? Само собой, они пишут в разрешении 3К, но угол обзора в них теперь 122 градуса. И я загуглил, это прям как сверхширик у айфона. Я удивлен. Тут стоят мощные, устойчивые к ветру динамики, и даже есть пыль и влагозащита IP67. То есть, по идее, в них даже можно в воду погружаться. Нам говорят, что очки синхронизируются с Garmin, Strava, прочими фитнес-девайсами и даже Apple Health. И если это так, то это просто киллер фича. Но мне, честно говоря, кажется, что в России это все работать не будет. Ну, заодно и проверим. Я выбрал себе вот такие флагманские в золотом цвете и голубые под цвет моего велокостюма. Цена в 500 баксов меня, конечно, не радует, но что поделать, отправляю в корзину. И, наверное, самая интересная модель — это Ray-Ban Display. Про них на самом деле можно много говорить, но самое главное, что в них есть полноценный встроенный цветной дисплей, а управляются они с помощью специального нейробраслета, который считывает мышечные импульсы на вашем запястье. И мне, честно говоря, безумно интересно посмотреть, как это все работает, потому что во всех обзорах, которые я смотрел, говорят, что ощущается как какая-то магия. И, кстати, купить такие можно только в США, только по предзаказу и только после предварительной примерки. Это вообще, честно говоря, какой-то бред. У меня на все это времени нет, поэтому я буду брать их на Авито за 170 тысяч рублей. Вау, ну что делать? Заказываем. И тут же на Авито я нашел вот такую-то интересную наклейку на лампочку на наши очки, которая должна скрывать световой индикатор во время записи видео. И если она действительно будет работать, то мне кажется, это прям хорошее вложение. Добавляю в корзину. Итак, все гаджеты уже у меня. Это умные спортивные очки Oakley One Guard, очки с дисплеем Ray-Ban Display и классика, с которой мы, пожалуй, и начнем. Это, внимание, лимитированный Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2. И сразу скажу, что комплектация у нас здесь точно такая же, как и раньше. То есть это сам футляр, очки, которые лежат внутри футляра, и тряпочка, которой мы можем протирать наши линзы. Сам кейс, кстати, выполнен в черном цвете и имеет порядковый номер. То есть наши очки 2881 из 7500. Наверное, это круто. Мне прозрачный дизайн, кстати, понравился. Время от времени залипаешь на все внутренности этих очков. Прям интересно их разглядывать. Но стоило ли это переплаты в 30 тысяч рублей? Напишите в комментариях. Но это все не важно. Важно то, как эти очки показали себя в реальной жизни. На самом деле, много про эти очки говорить не буду. Кто совсем выпал из жизни, эти очки умеют писать видео, делать фото и воспроизводить музыку. Главное отличие от первого поколения — это камера и аккум. Что касается аккумулятора, прирост заметный, но, опять же, не в 2 раза. По ощущениям, они стали держать часика на 2 дольше. И на самом деле это круто. Улучшенной автономности этим очкам явно не хватало. Что касается записи видео в разрешении 3К, по бумагам разница есть, но на практике, честно говоря, она почти незаметна. Да и к тому же в 3К можно записывать всего 3 минуты, а в Full HD можно записывать 5 минут. И ко всему к этому видос, снятый в 3К, на телефон переносится дольше. И тут мы задаемся вопросом, а нужен ли нам такой 3К? Да, нужен, почему бы нет. А в остальном глобально здесь все то же самое, что и в первой версии этих очков. Еще я купил вот такие вот специальные стикеры, чтобы залепить лампочку индикации съемки. Дело в том, что этот индикатор, он же и датчик света. И если мы просто залепим его условной изолентой, очки поймут, что мы пытаемся их обмануть и не дадут нам делать запись. А на этом стикере сбоку есть специальное отверстие, через которое на датчик будет поступать свет. И на удивление, все действительно работает. Теперь мы можем беспалевно снимать прохожих. Но это лайфхак сугубо в научных целях.
Вот они, мечта любого спортсмена. Meta Oakley One Guard. И давайте посмотрим, что у нас здесь в комплекте. А в комплекте у нас просто капец какой на самом деле здоровый кейс. Офигеть. И я вижу сменные носовые упоры. За это респект, потому что носовые упоры — это распространенная, наверное, проблема в любых спортивных очках. И то, что здесь есть сменные, это определенно кайф. Еще у нас здесь есть макулатура и мешочек-пыльник для очков. Вот это вообще кайф, потому что иногда бывают случаи, когда спортивные очки надо закинуть куда-нибудь в рюкзак, а такую здоровую бобину брать, ну, желания не особо много, честно говоря. Но при всем при этом тряпочку они не положили. Ну и, конечно, давайте глянем на сами очки. И скажу сразу, выглядят они супер стильно. Мне безумно нравится цвет этой линзы. Короче, кто куда, а я погнал их тестить. Итак, давайте по порядку. Как они сидят на лице? Нормально. Не лучше классических спортивных очков, но и не ужасно. Вполне себе приемлемо. Камера тут самая лучшая из всей линейки умных очков. Во-первых, угол обзора заметно больше, чем в классических очках. Во-вторых, они записывают 3К 30 FPS и Full HD 60 FPS. Камера в этих очках расположена прямо посередине, за счет чего мы получаем самый лучший ракурс от первого лица. А еще тут есть Action Button, на который можно назначить запись слоумо или гиперлапс. Мне больше всего зашел гиперлапс, и, честно говоря, мне кажется, для спортсменов это будет супер прикольная тема. Динамики. В этих очках они стали реально громче, по ощущениям раза в 1,5. Аккумулятор самый большой из всей линейки умных очков. До 9 часов в смешанном режиме работы. Очень порадовала меня влагозащита. Можно не беспокоиться за очки во время ливня. Но и минусы в них тоже есть. Помните, нам обещали синхронизацию с Garmin, Strava и прочими фитнес-трекерами. В России, к сожалению, это все не работает. Я потратил кучу времени, чтобы попробовать обойти это. Создал зарубежный аккаунт Meta, пользовался сервисами из 3 букв. И на пару дней у меня даже появился весь функционал Meta AI, в том числе и синхронизация с Garmin и Apple Health. Но через какое-то время Meta просекла, что я нахожусь в России, и нахрен отключила мне весь функционал. Домой, Уолтер. Получается, я зря купил себе Garmin. Быть может, с обновлениями над нами сжалятся и вернут Meta AI, но я, честно говоря, в это не верю. Веришь ли ты? Напиши в комментариях. В общем и целом, очками я более чем доволен. Заниматься спортом с ними куда приятнее. Но с другой стороны, по цене этих очков можно купить себе полноценный карбоновый велосипед, а на сдачу взять обычные спортивные очки. Короче, если в финансах вы не сильно стеснены, я очень советую эти очки к покупке. Вы точно не разочаруетесь. Ну что, вот они, наверное, самые технологичные очки на текущий момент. Так, что же у нас идет в комплекте с очками за 170 тысяч рублей? Первым я вытянул, это как раз-таки браслет, с помощью которого мы будем управлять очками. Давайте посмотрим быстренько на него. Вот так он красиво лежит. И здесь есть даже кабель для зарядки этого браслета. Ну и, конечно же, сами очки, они идут в дополнительной коробке. И здесь у нас есть зарядный футляр, макулатура. Футляр, кстати, уже в другом дизайне. И, конечно же, сами очки. Вау, какие же они жирные. Фу, ты жирный! Или это стиль? Напишите в комментариях. Что могу сказать, эти очки сильно массивнее классических Ray-Ban. Браслет я, кстати, себе взял в 3 размере, и я на самом деле переживал, не будет ли он мне большим. Но места тут затянуть хватает, и сидит он вроде как более-менее норм. У кейса, кстати, есть свой прикол, его можно вот так вот компактно сложить. Это реально круто. Ладно, мне уже не терпится их затестить, поэтому я погнал. Итак, я не хочу уходить в детальный обзор этих очков. Если вам такой нужен, то можете глянуть канал Розетки. Моя задача познакомить вас с этим удивительным гаджетом, потому что эти очки, без шуток, они меня впечатлили. Начнем с браслета. Для корректной работы он должен плотно прилегать к вашему запястью. И вот здесь вот главное не ошибиться с размером. Я взял себе 3, у меня запястье не узкое и не толстое, и в целом он мне по размеру подошел. Двойным щипком мы включаем дисплей на очках, и вот здесь вот начинается реальное волшебство. При помощи
помощью обычного свайпа пальцем мы можем листать меню. Я удивлен, насколько это интуитивно понятно. Инженеры Мета прям молодцы. Лично мне больше всего нравится, как здесь регулируется громкость. Мне просто нужно сделать чипок, а дальше покрутить кистью. И работает это пугающе круто. В самих очках у нас всего один цветной дисплей. Находится он в правой линзе. И скажу сразу, это большая проблема. Во-первых, и это подтвердит вам любой окулист, вы рискуете получить косоглазие, потому что хоть и чуть-чуть, но ваши глаза смотрят в разные точки. Во-вторых, есть риск, что у вас, как и у меня, экран будет с небольшими хроматическими аберрациями, то бишь искажениями, потому что у 80% людей именно левый глаз является ведущим, а дисплей находится на правом. Предлагаю вам прямо сейчас пройти небольшой тест. Выставите две руки перед собой и сделайте небольшой треугольник. А теперь быстро и не задумываясь, наведите его на какой-нибудь объект вдалеке. А теперь по очереди посмотрим на этот объект каждым глазом. Ведущим глазом будет тот, при котором объект находится в центре. У меня это левый. Напиши в комментарии, какой у тебя. По функционалу тут на самом деле не густо. Мы можем открыть видоискатель камеры и более точно делать фото-видео. Но мне, честно говоря, как будто бы проще взять телефон и сделать фотографию, чем пристреливаться через очки. В них можно поиграть в игру, посмотреть рилсики, которые прислали ваши друзья, и пожалуй, на этом все. Потому что уведомления, по крайней мере сейчас, приходят только на сервисы Мета по типу WhatsApp. Карты у нас не фурычат, живые субтитры тоже, переводчик тоже. Мета AI у нас не работает, а даже если у вас и получится сделать так, чтобы он работал, благо способ есть, русский язык он не поддерживает. В общем, в России в них, к сожалению, смысла особого нет. Причем, да, экран в них фантастически качественный, лучший из того, что сейчас есть на рынке. Но разряжаются эти очки буквально часа за 2, а при должном желании можно и за час их высадить. Браслет так вообще держит только день. В общем, могу рекомендовать эти очки к покупке, только если трата в плюс-минус 150 тысяч рублей не будет для вас критичной. Эмоции эти очки точно вызывают. Во всех остальных случаях лучше дождитесь следующего поколения. Потому что, по слухам, во второй версии этих очков будет уже 2 экрана, и я уверен, их функционал сильно вырастет за счет обновления операционной системы. Одно я могу сказать точно. Умные очки развиваются все активнее и активнее. И что будет лет через 10, я, честно говоря, боюсь представить. Итак, давайте подводить итоги. Классический Ray-Ban Meta. Лучшее соотношение цена-качество. Это буквально гаджет, который должен быть у каждого. Ведь каждому нужны очки. Тем более 35 тысяч рублей, именно за столько их можно сейчас купить на Авито, не так-то и много за брендовые очки с историей. Oakley One Guard. Лучшее, что можно придумать для спортсменов. Закрывает массу потребностей, я их однозначно рекомендую. И, наконец, Ray-Ban Meta Display. Очень впечатляющие, но слишком дорогие. По крайней мере, для доступного на текущий момент функционала. Не забудь подписаться, поставить лайк и оставить комментарий. И возвращаясь к главному вопросу. Нужны ли вам все эти очки? Решайте сами.